Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас вторник, 13 июня, выпуск промежуточный. Я извиняюсь, опять-таки, очередной раз уже за то, что не вышел наш вчерашний очередной выпуск. Дел просто не в проворот, просто вы себе не можете представить, насколько много. Поэтому еще раз прошу прощения. Итак, давайте сразу перейдем к нашим темам. Не буду я вас пока просить поставить лайки и подписаться, и написать комментарий с 5 слов, потому что гневные комментарии как раз по этому поводу пишут, но да ладно. Так, у нас на повестке дня. Во-первых, мы не обсудили, по-моему, с вами ситуацию с приказом министра обороны Шойгу перейти всем под крыло, всем ЧВК, всем добровольческим формированиям, перейти под крыло Министерства обороны. Мы сразу написали о том, что это инициатива президента России Владимира Путина. Надо понимать, что приказы и распоряжения в стране до сих пор, еще раз подчеркиваю, отдает Владимир Путин. Да, он ничего конкретно не решает в последнее время в смысле больших решений, в смысле принятия решений таких, которые бы влияли на ситуацию. Даже в этом плане, даже когда столь незначительный вопрос рассматривался, Путин все равно передал все на откуп Министерства обороны. Мог бы выступить, конечно, и сам с подобным предложением. Мне интересно было бы посмотреть, как отказался бы Пригожин в таком случае. Я не исключаю, что он отказался бы. Я просто говорю о том, что мне было бы интересно посмотреть на такую ситуацию. Представьте себе, да, если Владимир Путин выходит в эфир и говорит открыто, что надо, чтобы все добровольческие формирования перешли, ну и ЧВК, конечно, соответственно, перешли под контроль Министерства обороны. Чтобы на это ответил Пригожин. Но Путин поступает как поступает, еще раз подчеркиваю, никаких решений в последнее время он не принимает. Даже столь незначительных, как подобное решение. Все передано на откуп Министерства обороны, все передано кому-то другому. Вы принимаете решение. Даже во время совещания, когда был поставлен этот вопрос, он не сказал напрямую, я имею в виду президент России Владимир Путин, не сказал напрямую, что надо именно так сделать, а сказал, что этот вопрос надо решить. С этим, либо с этим пора заканчивать, в какой-то такой формулировке. То есть, просто даже проговорить, даже на совещании, когда круг участников совещаний ограничен, там буквально несколькими людьми, когда есть четкое понимание, что информация с этого совещания утекает, единственный канал, это наш канал, который, к сожалению, имеет там в Telegram до 400 тысяч читателей, еще раз повторяю, читателей, потому что многие читают без подписки, но надо понимать, что это, конечно, капля в море, и в принципе можно на месте президента России особо не заботиться по поводу того, что происходит. И он, я имею в виду, на совещаниях. Так вот, даже на совещаниях, даже в таком узком формате, он все равно не дает четких указаний и распоряжений. Мы сейчас с вами обсудим чуть попозже еще одну тему, не менее важную, где президент России также выразил свои желания без четкого понимания решения, то есть без четкой формулировки решения. Ну да ладно. Итак, ситуация очень интересна. Мы знаем, что Пригожин уже высказался по этому поводу. Не собирается он под крыло Министерства обороны, по крайней мере, пока. И посмотрим, в каком контексте будут развиваться будущие события. Мы видим, что реально Путин отдает Белгородскую область на растерзание Рамзану Кадырову. То есть контроль над Белгородской областью, над возможными диверсиями и провокациями берут чеченские формирования. Ну, хорошо, посмотрим, во что это выльется. Я думаю, что
выльется все в очень неприглядную ситуацию для белгородцев. Да плевать Путину на белгородцев. Посмотрим, еще раз говорю, посмотрим, как бы не настроил президент России Владимир Путин жителей Белгородской области против себя. Он пытается всеми силами, но пока это не получается. Пытается не пустить Путин Вагнера в Белгородскую область для того, чтобы в кавычках навести порядок, как это говорит Евгений Пригожин, постоянно на это намекая. То есть теперь реши Пригожин решить вопросы, извините за тавтологию, в Белгородской области ему придется противостоять чеченским формированиям Рамзана Кадырова. Вот такой баланс сил выставляет президент России Владимир Путин. Посмотрим, во что это выльется. Далее Лукашенко у нас на носу. Лукашенко недавно высказался и по поводу своего здоровья, о том, что он уже жив-здоров и болезнь переносил на ногах. В принципе, он особо даже не солгал. Ему особо лгать не пришлось. У него действительно было довольно тяжелое состояние, и он действительно пытался переносить свое тяжелое состояние на ногах. Из-за этого действительно его болезнь несколько была пролонгирована. Как раз потому, что он не хотел спокойно отдыхать какое-то время, а пытался удерживать ситуацию. Да и отдыхать-то толком он не мог. Надо опять-таки понимать, что в той ситуации, в которой оказался Лукашенко, будучи диктатором белорусским, любое выпадение из информационной повестки, конечно, напрягает элиты. Надо сказать, что элиты в Республике Беларусь все-таки намного более сплочены вокруг личности Лукашенко, чем в России. В России элиты — это все-таки большие пласты, довольно широкие пласты таких неформальных формирований, которые по интересам, там есть и бизнес-интересы, и силовые интересы, все равно в итоге-то завязано на деньги и на процветание этих групп людей по своей сути, в большинстве своих жалких ничтожных личностей, ну да, мы сейчас не об этом, они все ориентированы на свое процветание здесь, сейчас, ну и, конечно, в обозримом будущем. Так вот, то, что касается обозримого будущего, у них разные возможности, разные интересы и разное понимание ситуации. То, что касается белорусских элит, здесь совсем другое. То есть, извините, элиты Республики Беларусь. Опять-таки, мы сейчас не обсуждаем личности, не обсуждаем качество этих элит, но тем не менее, эти элиты сплочены вокруг Лукашенко, и любое другое будущее для них кажется просто пропастью. Я это знаю на 100%, так как есть сведения о кулуарных разговорах этих людей. Они действительно уповают на вечное здоровье, вечную жизнь, ну, если так можно выразиться, Александра Григорьевича, что, конечно, само по себе утопическая ситуация. Лукашенко действительно на сегодняшний день практически выздоровел, еще раз говорю, практически в том плане, что он может полностью функционировать и присутствовать на важных совещаниях, на важных мероприятиях, вести полноценное управление страной. Поэтому тем, кто рано обнадежился по поводу смерти Лукашенко, ну, опять-таки, еще раз говорю, рано, к сожалению, либо к счастью для кого-то, ну, для большинства из нас с вами, к сожалению, конечно же. Но и опять-таки, я уже многократно говорил, для того, чтобы надеяться на смерть диктатора, как то есть иметь смерть диктатора как последнюю надежду, ну, конечно, уже такое небольшой трэш. Надо уповать на свои силы, надо уповать на силы тех людей, которые могут изменить ситуацию, а не на смерть как таковую, после чего идет период такой неопределенности, после которой пока неизвестно, к чему это все придет, и кто придет к власти, и по какому пути поведет страну. Находиться в неизвестности, чтобы потом окунуться в еще большее говно, извините за выражение, ну, такое себе удовольствие. Ну и, конечно, наша тема основная, то сообщение, которое мы сегодня разместили в телеграм-канале Генерала СВР, о том, что Путин готовит очередную, ну, либо внеочередную, давайте так, будет лучше сказать, внеочередную техногенную катастрофу. Целью выбрана Курская АЭС, стоит действительно напрячься жителям, по крайней мере, этого региона,
Мы сделаем все возможное для того, чтобы предотвратить подобные планы, чтобы их заблокировать. Но тем не менее, стоит опять-таки обращать на это серьезное внимание, стоит делать репосты и стоит обращать внимание, конечно, по поводу этой информации везде, где только возможно. Если, конечно, наши уважаемые зрители и слушатели особо не боятся, не остерегаются последствий, которые также, я еще раз напоминаю, всегда напоминаю об этом, могут быть. Россия государство абсолютно неправовое, и мы понимаем, что репрессии могут быть по абсолютно любому поводу. Еще раз повторяю, будем всеми силами стараться заблокировать данные решения, не допустить катастрофы, конечно же, но мы понимаем, что планы могут меняться, планы могут модернизироваться, и есть большая надежда, что мы... Еще раз повторяю, огромная просьба ко всем по поводу этой информации распространять максимально. И обращать внимание, еще раз обращать внимание. Так, давайте уже эту тему немножко, наверное, обсудим в следующий раз. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Я напоминаю о том, что вы можете нам помочь, если имеете, конечно, возможность, можете нам помочь. Есть криптовалютные кошельки. Ваша помощь нам просто необходима. Действительно необходима. Сейчас еще более необходима, чем когда-либо. Мы приближаемся к большим событиям. Приближаемся. Я не устану об этом говорить, они довольно близки. Мы планируем начало больших событий. Я постоянно говорю, еще раз постоянно уточняю вам планы. Я сейчас не вношу какие-то коррективы, а напоминаю вам, что основные события мы рассчитываем начнутся в конце лета, начале осени этого года. Это уже совсем скоро. И, конечно же, нам надо быть, что называется, во всеоружии. То есть надо быть полностью готовыми. И, конечно, деньги и материальные средства для того, чтобы осуществлять свои планы, нам просто необходимы. Большое спасибо за понимание, большое спасибо за поддержку. Всего доброго, до свидания.